Здравствуйте все, друзья и гости канала. Меня зовут Ирина, и вы на канале «Репортажи моей жизни». Добрый день, товарищи! Если у мужчин есть свои дела, они спокойно могут заняться ими. Думаю, что наша продукция больше заинтересует женщин. В очередной раз собираю огурцы. Сейчас самый пик их плодоношения, так что только успеваю их собирать и заготавливать. Каждые 2 дня собираю. У меня в теплице растет всего 4 огурца. 4. Ой, нет, соврала, 5. 4 штуки с одной стороны теплицы и один с другой стороны. 5 штук. И мне этих 5 штук хватает на 3 семьи. И покушать, и сделать заготовочки. Давно перестала сажать лишнее, сажаю столько, сколько могу обработать и сколько съедает моя семья. Чтобы потом не хвататься за голову, да, куда мне столько огурцов, кому бы их раздать? Зачем? Все в меру. Попадаются крючковатые, а это значит, что огурчики надо подкормить. Сорву еще несколько штучек перца, буду делать маринованные огурцы и в них добавлю по несколько долек болгарского перца. И кому интересны мои заготовочки, оставайтесь со мной. Овощи готовы к тому, чтобы я уложила их в банки. Здесь огурцы, морковь, перец, чеснок, укроп, лист смородины и лист вишни. Морковь порежу на тоненькие кружочки. Итак, все готово. Теперь начиняю баночки. Баночки стерилизованные. Чеснок добавляю по своему вкусу. У меня зубок крупный, и на 1,5-литровую баночку уходит где-то, зубка 1,5. Банки 1,5-литровые, еще раз повторяю, я давным-давно перестала закрывать в 3-литровые банки, потому что не съедается столько и приходится выбрасывать, жалко свои труды. А тут открыл баночку и съел, может быть не за раз, может быть за 2, за 3, а можно и за раз, если за ужином собирается много народу. Да, в 3-литровые банки закрывать намного быстрее, но это если вы съедаете, хотя бы за неделю все это можно съесть, а если открыл и она стоит, потом все это выбрасывается, к чему тогда закрывать 3-литровые банки? Я считаю, ни к чему. И поэтому огурцы и томаты я заготавливаю в 1,5-литровые банки, но огурцы могу еще и запихать в литровые. Иногда закрываю ассорти, и то тогда беру 2-литровую банку, но никак не 3. В 3-литровые банки закрываю только компот. Итак, чеснок нарезала, теперь в каждую банку добавляю укроп, лист смородины и лист вишни. И все это по своему вкусу. У меня нет дозировки, у меня все на глазок. Теперь в каждую баночку добавлю душистый перец. Если горошины крупные, добавляю по 2 штучки. Если горошинки мелкие, могу положить 3-4 штучки. Семена горчицы. Примерно чайная ложка в баночку. Ну а теперь укладываю огурцы. По бокам несколько долек перца. Несколько кружочков моркови. Не знаю, сколько у меня получается. Штучек 5-7, наверное. И таким образом поступаю с остальными банками. Баночки наполнены, и теперь я их заливаю кипятком. Просто кипятком, без соли и сахара. И стоять они у меня так будут, минут 7-10.
По истечении времени воду из банок сливаю обратно в кастрюлю. Теперь добавляю соль и сахар из расчета на 1 литр воды 2 столовые ложки без горки соли и 3 столовые ложки с небольшой горкой сахара. Второй раз заливаю банки. Простоят они у меня также минут 7-10. Затем рассол опять солью. Еще разочек вскипячу и третий раз залью банки. Итак, баночки залиты третий раз, и теперь в каждую добавляю по чайной ложке эссенции. Теперь плотно закручиваю крышки, и на этом все. Огурцы готовы. Осталось им только как следует промариноваться. И вот как это выглядит. Аппетитно, правда? А на этом сегодня все. До новых встреч. Всем вкусных заготовочек.